В других видео я говорил о пользе интервального голодания. В этом мы обсудим побочные эффекты интервального голодания. Для тех из вас, кто здесь недавно, польза просто невероятна. Вы похудеете, особенно в талии. Улучшатся когнитивные функции, память, концентрация, внимание, снизится воспаление. Есть много примеров воспалений: артрит, аутоиммунные заболевания. Все они отступят. Улучшится состояние кожи, улучшится память, улучшится сон, голод отступит, уйдет тяга к определенным продуктам. Все это плюсы. Но теперь обсудим побочные эффекты. Буду честен, они есть, и вам нужно о них знать. Во-первых, повысится уровень мочевой кислоты. Мочевая кислота связана с двумя состояниями — с подагрой и одним из типов камней в почках. Если вы предрасположены к камням в почках, они бывают двух видов — оксалатные камни и камни мочевой кислоты. Если при интервальном голодании у вас образуются камни в почках, вероятно, это будут камни мочевой кислоты. Другой показатель высокого уровня мочевой кислоты — подагра. Это когда болит большой палец ноги или развился какой-то артрит, или боль, которая начинается при интервальном голодании. Повторюсь, хоть и не часто, но это бывает. Вопрос в том, почему вообще повышается мочевая кислота. Одна из главных функций мочевой кислоты в организме в том, что она антиоксидант. Да. И когда организм восстанавливается, избавляется от токсинов и тому подобного, он использует мочевую кислоту как антиоксидант. Любопытно. Простой способ снизить мочевую кислоту — понять, что pH организма слишком кислотный, и нужно его подщелочить. В следующий прием пищи обязательно съешьте много салата. Также можно пить цитрат калия или электролитный порошок, в котором много калия. Это очень быстро повысит щелочность. У цитрата калия щелочная среда. Это очень полезная соль. Но овощи в целом очень важны, потому что, когда вы едите, и вы на кето-диете с интервальным голоданием, очень важно есть овощи в большом количестве, чтобы снизить мочевую кислоту. Ведь если вы едите недостаточно овощей, уровень мочевой кислоты может повыситься, а это может раздражать почки. Второе. У вас могут начать мерзнуть руки и ступни. Это в основном происходит в фазе адаптации. В этой фазе вы входите в настоящий кетоз. Щитовидной железе уже не нужно работать так упорно, и она слегка отключается. Это не гипотиреоз, это лишь значит, что щитовидка приспосабливается. Это временно и не так уж серьезно, но это может произойти. Так, дальше у нас плохое настроение, особенно в первые 3 дня. Когда вы начинаете интервальное голодание, я всегда советую начинать постепенно. Начинайте с 3 приемов пищи в день, потом переходите к 2, и пусть организм сам говорит вам, как долго не есть. Если вам очень тяжело дожидаться следующего приема пищи, это говорит об инсулинорезистентности, и при голодании у вас будет плохое настроение и симптомы низкого сахара в крови. Хороший показатель, что вы в кетозе и все идет по плану, это способность долгое время обходиться без еды и чувствовать себя хорошо. Так что в переходной фазе, особенно в первые 3 дня, может ухудшиться настроение. Все это пройдет, надо просто продержаться и перетерпеть. При этом очень важно, что вы едите, когда едите. Поэтому я советую избегать вредной еды. Обязательно соблюдайте здоровое кето. Я дам ссылку в описании с объяснением, что это такое. Так вы сможете существенно ускорить этот переход и пережить его без лишних симптомов. Далее. Головные боли могут происходить просто потому, что вы перестаете питать организм, особенно мозг, сахаром, а мозг не способен запасать сахар, в нем нет гликогена. Он зависит от того, что есть в крови. И если вы только начали и еще не полностью перешли на жировое топливо, и у вас низкий сахар в крови, то мозг это почувствует, и у вас будет болеть голова из-за низкого сахара. Надо понимать, что это временно. И когда пройдет 3 дня, и вы полностью войдете в кетоз,
ваш мозг будет очень доволен кетонами. Ведь один из плюсов интервального голодания — это улучшение когнитивных функций, памяти, концентрации. А в кетоз можно войти посредством голодания и низкоуглеводной кетогенной диеты. Мы советуем их сочетать. Мы — это я. Ладно, далее, номер 5. Вы можете заметить, что у вас стало больше желудочного сока, что-то вроде небольшой изжоги, ведь голодание повышает кислотность желудочного сока. Интересно, что для большинства людей это не проблема. У большинства людей кислоты не хватает, и на интервальном голодании их желудок начинает исцеляться и производить достаточно кислоты, и после еды они чувствуют себя лучше. Если это произошло, это происходит редко, но если все же произойдет, просто поешьте. Затем постепенно переходите к голоданию. Возможно, вы просто начали слишком резко. Многие из этих симптомов и побочных эффектов — лишь проблемы адаптации, начального этапа. Но если вы потерпите, то получите все вот эти полезные эффекты. 6. Вас может подташнивать во время еды. Это любопытно, потому что вот вы наконец-то начали голодать и чувствуете себя чудесно. Вы на подъеме, а когда поели, вам стало плохо. Это часто бывает, вас может подташнивать. Это все из-за адаптации. Ваш организм не привык так долго не есть. Затем есть, снова не есть и снова есть. Со временем, примерно недели через 3-4, это пройдет. Организм адаптируется и сможет и есть, и обходиться без еды, сможет переваривать еду. Обычно это связано с вялостью желчного пузыря. Когда едите, попейте яблочного уксуса. Можно немножко очищенных желчных солей после еды. У меня об этом много видео. Яблочный уксус поможет побороть тошноту. При интервальном голодании люди поначалу думают: «Боже, я должен есть 1 или 2 раза в день, а потом продержаться без еды целых 20 часов». И в итоге жутко объедаются, особенно в начале, будто боятся умереть с голоду. Это плохая идея. У вас будет сильнейшее вздутие, особенно если вы едите гораздо больше жиров, чем привыкли. Я советую так не делать. Просто хорошо поешьте. Но не доводите это до крайности, до жуткого вздутия. Вы поймете это, когда втянетесь, увидите, что съеденной пищи вам хватает довольно надолго. Ведь вы будете сжигать и собственный жир, а не только то, что положили в рот. Хорошо. Далее, обмороки. Так бывает лишь тогда, когда вы слишком резко взялись за длительное голодание. Допустим, организм еще не совсем адаптировался, а вы насмотрелись моих видео про длительное голодание, как оно стимулирует стволовые клетки, лечит артрит и все такое. И вы такие 3 дня без еды. И падаете в обморок. А все из-за простой нехватки морской соли, или электролитов, или витаминов группы В. Здесь нужен свой подход, и я советую не налегать и не кидаться в бой слишком рьяно. К длительному голоданию можно приступать лишь когда наладится питание. Надо уже быть вполне здоровым. Учитывая, что дефициты нутриентов есть у многих, а в ходе длительного голодания эти дефициты существенно усилятся. Есть и еще кое-что насчет обмороков. Если, закончив длительное голодание, вы съедаете сразу большую порцию еды, это плохо. Выходя из длительного голодания, нужно съедать совсем чуть-чуть еды. Причина в том, что происходит переход электролитов. Если слишком много электролитов, то есть минеральных веществ, слишком резко переходит из крови в клетки, может случиться обморок. Есть и другие симптомы. Это называется возобновление кормления. Внизу будет ссылка на подробное видео. Если решились на длительное голодание, надо знать, как из него выходить. Съедаете немножко, ждете, съедаете чуть больше, ждете, съедаете еще чуть больше и снова ждете. Именно так. Выпадение волос. Волосы могут выпадать, если у вас уже был какой-то дефицит. Если у вас дефицит каких-то нутриентов, из-за того, что раньше вы не так хорошо питались, или если вы сидите не на здоровой версии кето, а потребляете продукты низкого качества, чего я не советую.
то у вас могут развиться всевозможные дефициты, которые могут привести к выпадению волос, утомляемости, раздражительности и целому ряду других симптомов. У меня есть видео об этом, я дам ссылку внизу. Если у вас начали выпадать волосы, значит, вам нужно больше нутриентов, обычно витаминов группы В. Ну ладно, это весь список. Теперь вы знаете обо всех плюсах и обо всех побочных эффектах. Но если все делать правильно, эти побочки вас не коснутся. Вас будут ждать только плюсы. Ну все, до новых встреч. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новых видео. Как вы сможете не пропускать новых видео? Просто нажмите на колокольчик.